Итак, друзья, всем доброго времени. Вчера мы вместе с вами отсоединили вот эту вот орхидею. Это орхидея-деточка от материнского растения. Не мудрствуя лукаво, просто обрезали цветонос, на котором она у нас росла. Помимо этой орхидеи мы еще отрезали еще одну орхидеечку. Она поменьше, но у нее особенность была в том, что один корень у нее прям пророс в грунт и, в общем, неплохо себя чувствовал. Видите, он такой светленький, потому что прям в середине горшка прорастал. Ну, а эта орхидея у нас целиком и полностью с воздушными корнями, еще и с собственным цветоносом. Она и вторая, та маленькая орхидея, тоже с цветоносом. В общем, я думал сегодня, как ее посадить, и решил посадить ее точно так же, как и другую орхидею, детку, которую мы тоже недавно отсоединили от другой материнской орхидеи. Монтерей бабочка, а это Монтерей пилорик. Но с единственным то, что это другая орхидея. Вот. И вот посадим точно так же вот в этот грунт. Вот в такой же грунт. И вы знаете, я в прошлый раз, когда сажал вот эту орхидею, хотел как попроще посадить, как подоступнее. А выяснилось, вот я сейчас только обратил на это внимание, что вот эту орхидею мы с вами посадили не просто в кору, а не просто в кору там сосны или какой-то елки, друзья, мы посадили в кору лиственницы, да, вот, наша кора лиственница, вот такая вот, и поэтому мне, кстати, вот очень часто и много задавали вопрос, как орхидея чувствует себя в лиственнице, ну вот как раз, пользуясь случаем, я и еще сегодня посажу орхидею вот эту вот в кору лиственницы. Вот точно таким же способом, как и предыдущую орхидеечку. Значит, единственный момент, что вот эту, значит, в чем отличие будет вот этих двух орхидей. Это как раз касается тех, кто боится, значит, брать в руки острые предметы и как-то там пытаться что-то где-то отрезать и боится ненароком отрезать что-то лишнее. Вот эту орхидею мы полностью отстегивали прям с цветоноса. А эту орхидею мы, вот это вот прям, знаете, я бы назвал отсоединение орхидеи для чайников. Раньше такие пособия были. Компьютер для чайников, там принтер для чайников. Вот и это тоже. Отсоединение орхидеи для чайников. Вот по такому же принципу, как вот эта вот орхидея легата. Вот она, деточка легата. Я показывал, рассказывал тоже про нее подробно. Она у нас сидит на цветоносе, точнее сидела на цветоносе. Цветонос с двух сторон обрезали. И вот так вот вместе с цветоносом ее сюда и посадили. Она была совсем малюсенькая. Ну, теперь она даже вон цвести собирается. Видите, у нее цветонос, корешки отовсюду прут. Она здесь вообще посажена в сборную солянки. Причем здесь присутствуют орехи, чешуя кедровых орехов вот в этом грунте. Но это отдельная песня, отдельная история. Потом мы к ней еще вернемся. Ну, а сегодня мы будем пересаживать вот эту вот орхидеечку вместе вот с этим отделенным цветоносом. Так бы, конечно, по-хорошему нужно было вчера чуть-чуть здесь вот короче обрезать. Ну, обрезали так, как обрезали. Сколько у нас вот для примера получилось 2 сантиметра, друзья. Это, наверное, максимум, сколько можно оставить цветоноса именно снизу. То есть сверху оставлять можно сколько угодно, хоть вот длинный, потому что это будет наверху. А снизу цветонос лучше обрезать, конечно, где-то, наверное, минимально это полсантиметра, да, максимально оставить 2 сантиметра. Тот, у кого совсем руки, друзья, дрожат, и кто боится, вот такой вот 2 сантиметра, самое вот то. Вот. И вот, собственно, будем ее сажать. Значит, вчера я говорил, что перед посадкой я на 2 часа корни вот эти воздушные орхидеи замочу. Друзья, стоит полдня, несколько часов. Часа, наверное, 4 или 5 в воде, вот так вот. Корни, видите, еле-еле
зеленые, то есть практически, ну не знаю, очень намокают плохо. Вот. Но, тем не менее, все равно веломен напитался, хоть как-то напитался. В общем, будем сажать. Единственное, что вот этот корешок, который когда-то у него был, вот он, вот такой сухарик, это единственный корешок, который я обрежу, потому что он уже сухой, он прям уже здесь совсем ни к чему. Вот так вот его совсем. Все, больше ничего я у этой орхидеи трогать не буду, даже цветонос не буду удалять. Будем смотреть, как у нас эта деточка процветет. Ну что, давайте готовить нашу посадочку. Так, пока орхидеи в сторонку уберем и возьмем вот такое вот кашпо. Точно такое же, как вот это вот орхидея посажена, как раз по размеру корней подходит. На дно я возьму сборную солянки. У меня здесь крупные кусочки и керамзита есть, и пена стекла. Вот вы видите. Все сгодится. Вот. Нам главное организовать такой небольшой дренажный слой, куда у нас будет стекать вода. Вот этого, думаю, будет достаточно при поливе. Второй момент. Мы будем сегодня использовать сушеный мох. Вот он, сушеный мох, он сухой. Вот, хрустит. Я сейчас его обрызгаю. Вот. Обрызгаю, друзья. Так. Прям при вас все делаю. Вот. Потому что до этого я использовал всегда мох, который влажный, полувлажный. И вот в последней пересадке, вот этой вот орхидеи я использовал мох, который уже у меня 2 с лишним года лежит в емкости и в таком в полувлажном состоянии. Вот. Это такой, знаете, среднесрочного хранения мох. Я о нем рассказывал как-то в видео. Больше года назад было видео. Вот. Если мы хотим долго хранить мох, то мы его сушим. Если мы периодически используем мох, то можно его полувлажным использовать. Так, ну вот я сейчас мох вот этот сухой немножечко обрызгаю водой, обычной водой, друзья, чтобы он стал эластичным, потому что когда он сухой, он будет ломаться и будет труха с него лететь. Вот. Когда он размокает, он становится эластичным и пригодным к использованию. Можно его даже прям совсем намочить, чтобы с него стекало. Некоторые архаманы пропитывают этот мох раствором с триходермой, что поощряется, не возбраняется. Кто-то пропитывает его фитоспорином, ну, различными препаратами антигрибковыми и антибактериальными. Вот. Но, значит, я не против таких процедур. Вот. Но, если вы заметили, я этого не делаю. Ну, считаю необязательным. Вот. Это если кто мху совсем не доверяет, то его свойствам, то можно это делать. Вот. Так. Ну, я имею в виду, если мох какой-то неизвестного происхождения. Вот, я у проверенных продавцов покупаю. Так, ну что, у меня здесь на 2 посадки. Поэтому возьму столько мха, сколько мне нужно для вот этой нашей с вами посадочки. Так, к мху я еще вернусь. Темы мха я еще вернусь, потому что я не зря сейчас не просто так упомянул про влажный мох, который у меня залежался вот в той посадке. Вот он здесь, посмотрите. Вот он мне не нравится. Ну, об этом я подробно все расскажу в одном из следующих видео. Вот, почему не нравится, чем не нравится. И я думаю, что в ближайшее время придется все-таки мне перепосадить вот эту орхидею. Так, ну вот, я укладываю фитиль моховой. Так, еще немножечко возьму. Вот так вот. Надо плотно, вот, плотненько
скручивать, потому что плотный мох хорошо проводит впоследствии воду. Когда рыхло все, он не будет работать, этот мох. Так, ну вот так мы это сделаем. Хоп. И теперь нам нужно с вами посадить сюда орхидею, поместить. Мы ее будем закручивать слегка. Вот, корешками, чтобы у нас, ну если не поместится по длине, так, желательно вот так вот, чтобы корешки, какой-то хотя бы один корешок у нас находился, лучше два, рядом с этим мхом. Да, это для того, чтобы орхидея могла выбирать, чтобы у нее выбор был либо питаться от влаги, вот этой вот мха, либо питаться в полусухой такой пространстве, которым будет являться, обеспечивать вот эта вот кора. Так, ну что, на низ. Вроде помещается у нас все. Вот, корешки уходят, конечно, в дренажный слой. Ну и не страшно. Так, ну вот так вот нам это надо сделать. Цветонос выровняется, не страшно. И потихонечку мы закидываем сперва кору. Вот эту в средней фракции, но для этой посадки она такая крупненькая, хорошая. Вот. Вот так вот. Вот. Ой, какая прелесть. Смотрите. Мне так нравится, когда вот так корешки между кусочками вот этих вот, этой вот коры проходят. Это такое зрелище. Так, ну вот, друзья, простая посадка совершенно. Вот. Очень простая посадка. Мне кажется, чем проще, тем лучше. Вот. Это кора лиственницы, друзья. Видите, она красноватого такого окраса. Вот. Единственное, что мы еще, возможно, сверху сейчас слой один дадим, такой, знаете, на сантиметр помельче коры дадим. Вот. Но это сейчас посмотрим. Так, ну вот, корешки прям хорошо там уже схватились. Уже орхидея, так, знаете, прям как будто на 3 ножках стоит. Вот. Левой рукой мне неудобно насыпать. Ну, важно, значит, низ, вот этот вот низ, друзья, отрезанный срез цветоноса, низ, чтобы у нас он не находился в плотном грунте, вот, чтобы он был в таком вот, вокруг него, чтобы были вот крупные кусочки коры, чтобы дышал низ, потому что это все-таки цветонос, он уже не живая ткань, вот. И чтобы она преждевременно не начала гнить, да. Пусть оно лучше вот так отсыхается потихоньку, видите, вот как на этой орхидее цветонос усыхал, то есть он не гнил, а вот усыхал. Орхидея потихонечку забирала с него питательные вещества, вот. А чтобы не гнил, нужно, чтобы вот крупные кусочки, он не глубоко находился внутри грунта, то есть, ну, видите, вот практически на поверхности. Вот. Так, ну вот как-то так, да. Вот. Хотел, конечно, пониже орхидею посадить, но вот из-за того, что у нас вот этот вот цветонос не отрезанный, мы ее оставляем вот так вот, ну, повыше кверху, вот сюда, к поверхности горшка. Вот. А все равно через пару лет нам ее нужно будет отсюда доставать, эту орхидею, собственно, и пересаживать. Так, ну давайте еще сверху я немножечко, знаете, что сделаю? Все-таки помельче фракции. Тоже есть у меня такая кора. Вот такая вот. Я даже не знаю. Она, конечно, вроде и пахнет
сосной. Вот. Но она похожа на какую-то такую кедровую, что ли. Вот. Но тоже не простая. Вот сверху ее, она помельче. Мы ей, хотел сказать, припудрим. Вот, ну, прикроем ей. Вот так вот. Так, цветонос у нас вылезет. Нормально все будет. Вот. Помельче, чтобы у нас корешочки уходили. Они у нас воздушные, поэтому ничего страшного не будет. Они вот в такой среде будут хорошо расти. Вот. Все. Вот, все, цветонос вот так оставим. Единственное, что под него можем... Он сейчас хрупкий, друзья, его трогать не надо. Вот. Но чтобы он у нас не завернулся внутрь горшка при росте, мы его сейчас немножко под него вот сюда под кончик положим что-нибудь. Вот так вот аккуратненько. Вот. Все, чтобы он смотрел вверх. Все, друзья, вот такая вот у нас получилась, значит, посадочка. Нужно теперь мне бирочку сюда прилабунить. Монтерей Пилор. Монтерей Пилор. Вот такой вот. Я уже сказал вчера в видео, что одну из этих двух пилориков, орхидей, мы с вами на канале разыграем. Но это уже, наверное, будет в следующем году, потому что пускай они подрастут, процветут. Вот одна у нас готовится к цветению. И вот вторая тоже готовится к цветению. У нее тоже здесь, друзья, вот он, цветонос. Маленький, но он есть. Вот. В общем, эту орхидею, друзья, мы точно таким же способом пересадим. Не знаю, я, конечно, пересажу, сниму на видео, но вы напишите, надо вам показывать будет вот эту пересадку или нет. Но она будет вот абсолютно такая же. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Вот такие красотуны. Бабочка и пилорик.